Дорогие друзья, добрый день всем. Я хочу подарить сегодня вам ритуал на немецком языке. Поскольку я владею немецким языком и одно время бегло говорила на немецком, если бы не разочарование учительницы немецкого языка, я бы сейчас просто свободно владела немецким. Но в любом случае, если ты знаешь язык, немного практики, немного вспомнить, и ты вновь можешь говорить на этом языке. Ритуал германский. Именно германский, а не немецкий. Когда германцев начали называть немцами? На Руси вообще всех иностранцев называли немцами. Немые, потому как они разъясняли жестами, не зная языка. Но именно это название закрепилось за германцами. И так и называем их немцы. Само название Deutsch. Германия, Deutschland. Германцы образовались из различных родственных племен. Потом вновь Германия была раздроблена на мелкие княжества. Австрия, Бавария, Германия. Через некоторое время вновь соединялись. Но как бы там ни было, это германские племена. Германцы были отборные воины в свое время, во времена Римской империи. Римская империя с ними воевала сотни лет, а потом решила нанимать их как воинов. И германцы показали себя с лучшей стороны. Через некоторое время в Римской империи появились императоры германского происхождения. В Риме появились благородные патриции германского происхождения. Постепенно интегрировали германцы, которых называли варвары, в Римскую империю. По сути, германцы развалили Римскую империю. Изнутри расшатали основы Римской империи и развалили. Германцы, либо немцы, как хотите, более всего просочились в Россию во времена правления Петра Великого, когда он привез оттуда соратников, новых друзей. И вот многие немцы, поменяв фамилию, имя, отчество, остались в России. И многие из них очень много хорошего сделали для России. Но вот одна из них, урожденная принцесса Ангальцербская, София Августа Фредерика Ангальцербская, которая нам известна как Екатерина Алексеевна II, императрица Руси, да, Екатерина Великая. Романовы после смерти Елизаветы Петровны, поскольку она была последняя из династии Романовых, и назначила наследником после себя племянника, сына своей сестры Анны, Романовы на самом деле были известны в мире, в мировой истории, в мировой прессе как Романовы Галштейн-Гаторские, поскольку на самом деле действительно немецкая династия продолжила династию Романовых. У царского дома российского самая излюбленная традиция – это привести немецких принцесс. Каждая вторая, а потом уже каждая первая, будущая невеста наследника, императрица России, были по происхождению немки. Несколько было датчанок, то есть несколько таких принцесс, а впоследствии императриц, были происхождения не немецкого. Основное количество жен, грубо говоря, были именно немки.
Немцы утвердились, остались и жили на территории России еще со времен правления Рюриковичей. Но большего количества они достигли именно во времена Петра Великого и после. Мы знаем о поволжских немцах. Мы знаем о немцах, которые во времена Великой Отечественной войны воевали с фашистской Германией, с режимом фашизма на стороне Советского Союза. И до сих пор в России огромное количество немцев, которые остались, живут. Собственно говоря, у них немецкое происхождение, но они давно уже обрусевшие, многие из них не знают немецкого языка, но они знают о своем происхождении. Вот это те самые немцы, которые прибыли сюда, точнее их предки, во времена Петра Великого, потом во времена Елизаветы Петровны. Она тоже очень лояльно к ним относилась и давала им широкие возможности для торговли и жизни. Ну и после, конечно, пик Екатерина Великая в ее время. Хотя Екатерина не очень любила, не очень жаловала их и очень хотела забыть свою историческую родину. Наверное, не из-за того, что не любила родину, а потому что семья, отчий дом у нее ассоциировался с мучениями, со строгой бездушной матерью, поэтому она не особо любила. Хотя город Цербск во время голода, значит, когда город Цербск был в таком безнадежном состоянии, Екатерина приказала отправить туда пшеницу и спасла от голода город Цербск. Цербск до сих пор гордится ею, а остался дом, отчий дом, значит, ангальцербских герцогов. Там каждый отель и каждое кафе называется Екатерина. Но они гордятся тем, что вот из их города происходит человек, просто историческая личность. Итак, более ранний период германцы. Германцы – воины. Германцы, которые держали в страхе всю Европу. Именно их и называли варвары. В итоге это название распространяется на других племенах Европы, но именно варвары имели в виду германцев. Рослые, огромного роста, сильные, свирепые воины. Но германцы почитали, уважали людей знающих, жрецов, жреческую касту. В частности, именно ведьм. К ведьмам у них очень трепетное отношение, невзирая на то, что в средние века жгли ведьм, и родилось очень много сказок, очень много страшных там сказок, описывающих ведьм. Как раз Ганс и Грета, если помните сказку, где там ведьма пытается их изжарить и съесть. Это под влиянием инквизиции. Но именно германцы изначально были, скажем так, основоположники лютеранской церкви. Именно германцы начинают протестантизм, который потом распространяется до самой Англии. До сих пор в Англии протестантская церковь. Немецкие принцессы были очень, скажем, грубо говоря, ходовой товар российской, то есть в Российской империи каждая вторая была немецкая принцесса, поэтому не зря их называли Романовы, Галштейн-Готорпские, потому как немецкая кровь была сильна, и у всех великих князей были матери немки. Но немки были и очень распространенные, скажем так, традиция невест брать немок было и в Европе. Многие императорские дома, испанские императорские дома, английские троны, поляки, у них очень много было немецких принцесс в качестве жен, их наследникам престола, королям и так далее.
То есть немцы всегда сохраняли свой вот этот авторитет и силу. Почему брали немецких принцесс? Потому что за их спиной стояла сильная германская империя. Вообще германцы сами по себе, вот эта сильная германская, скажем так, авторитетная власть, она давала возможность этим женщинам устраивать свою жизнь самыми знаменитыми, сильными монархами Европы. Почитание женщин у немцев занимает особое место. Они считают, что женщины имеют связь с потусторонним миром, и поэтому обязательно нужно прислушиваться к ней. Это уже не как здесь, да, слушай женщину, делай наоборот. Нет, они считают, что если женщина сказала, то ее устами говорит сила мироздания, потусторонний мир. Поэтому обязательно нужно прислушиваться. И поэтому были в почете именно немецкие жрицы, именно ведьмы. И они определяли место стоянки, они определяли время битвы. Перед битвой они просили у духов предков помощи. О пантеоне германских богов мы поговорим позже, поскольку это обширная тема, большая. Они где-то схожи со скандинавскими богами, то есть теология одна и та же, один и тот же пантеон, но есть определенная разница. Сейчас я хочу вам подарить ритуал на немецком языке, то есть германский ритуал, правильно будет звучать, германский денежный ритуал. Каждый язык имеет свою силу. Называют их еще вибрации. Ну, я люблю говорить, что это энергия, и это так и есть. И люди, которые, например, у которых есть хоть капля германской крови, проведя такой ритуал, сразу получат результат. Хотя хочу вам сказать, что даже не имея капли в крови германцев, получится этот ритуал, потому как известный случай, когда люди проводили удачу кочевника, абсолютно не имея никакого отношения к кочевым народам, и получили замечательный результат. То есть вы не знаете, кто были ваши прадеды и откуда. И очень может быть, что там и генетическое совпадение бывает. А может быть, что ваша энергия совпадет с этим языком, с этой интонацией, с этой энергией, и у вас получится. Ну, как бы там ни было. Вам нужна будет золотая свеча, которую вы должны использовать только в этом ритуале. Каждый раз, начитав, потушите и спрячьте. И время от времени повторяйте этот ритуал. И у вас обязательно будут деньги. Всегда делайте, много не бывает ритуалов. Чем больше вы будете делать денежных ритуалов, тем ваша жизнь будет более обеспечена и в достатке. Итак, разложите на алтарь кошелек, то есть откройте кошелек, разложите деньги, украшения можете разложить, можете нет, это уже как хотите, здесь ваша фантазия пусть сработает. И зажигайте золотистую свечу и читайте ровно 20 раз. После чего потушите гасителем или пальцами свечу, не дуйте, спрячьте эту свечу для этого ритуала. Кошелек убирайте вместе с деньгами и украшения в том числе. Временами повторяйте. Раз в неделю, несколько раз в неделю. Если у вас серьезные финансовые проблемы, сделайте это каждый день в течение нескольких недель. Как только догорит свеча, как только останется маленький огарок свечи, просто выкиньте. Если я не говорю про откуп, значит, в этих ритуалах откуп не необходим, он не нужен. Потому что вы откупаетесь уже здесь своей энергией радости. То есть вы отдаете вот эту энергию радости тем духам, которые вам помогают в этой работе. Я с некоторых пор начала записывать, когда я на иностранном языке провожу ритуал, поскольку иногда бывает, что неразборчиво написала, могу сбиваться, но иногда это мешает, неудобно и камеру держать, и читать, поэтому я думаю, что не имеет, скажем так, никакого особого значения, если я вот таким образом буду вам давать заговор. Естественно, внизу уже напишем текст. Итак, начнем.
Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit, Süd, Westen, Norden, Osten, Feuer und Wasser, Luft und Erde. Wie dächtest dir ewig, so ist mein Reichtum, für immer eine Wahrheit, gebunden mit einer anderen Wahrheit. Lass es so sein. Еще раз. Еще раз говорю, это ритуал мой, составленный мой. Я вчера вам подарила, но это были совершенно иной случай. Мерзенбургские заклинания. Они древние, они тоже на германском, на немножко другом наречии. А это мой ритуал. Итак, еще раз. Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit, Süd, Westen, Norden, Osten, Feuer und Wasser, Luft und Erde. Wie dächtest dir ewig, so ist mein Reichtum, für immer eine Wahrheit, gebunden mit einer anderen Wahrheit. Lass es so sein. 20 раз нужно читать. Я еще раз включаю, и этого достаточно. Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit, Süd, Westen, Norden, Osten, Feuer und Wasser, Luft und Erde. Wie dächtest dir ewig, so ist mein Reichtum, für immer eine Wahrheit, gebunden mit einer anderen Wahrheit. Lass es so sein. Итак, проведите, и пусть у вас будет достаток. А я в ближайшее время еще раз проведу прямой эфир, и еще раз включу. У меня накопилось огромное количество голосовых, и не только о результатах работ. Я думаю, что оно вам будет интересно. Всем удачи! Да, и спасибо за внимание. Dankeschön.